Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Почему у меня всегда есть кефир? Ответ прост. С ним можно приготовить все, что угодно. На этот раз будут лепешки. Это казахский рецепт, поэтому их будет ровно 7. А рецепт сам очень легкий. Поделюсь своими хитростями в процессе приготовления. Давайте скорее начнем. Сразу в большую миску отмеряем 500 граммов муки. Сколько это в стаканах, ложках, можете найти прямо под видео. Всегда перевожу для тех, у кого нет весов. Высыпаем в муку по 5 граммов соли и соды, а также сразу сахар. 30 грамм будет достаточно. Перемешиваем сухие ингредиенты. Можно добавлять кефир. Здесь, внимание, первая хитрость. Не забивать тесто мукой. Напрямую от густоты кефира зависит его количество. Чем жиже кефир, тем меньше его уйдет. Но лучше брать, конечно же, густой кефир. Так и лепешки будут вкуснее. В моем случае кефир средней густоты. Пока добавляю ровно 300 граммов, помогая лопаткой, смачиваем сухие ингредиенты. Когда получаются хлопья, самое время вливать растопленное сливочное масло. Понадобится 50 грамм. Добавление масла в тесто – это еще одна хитрость. При самой жарке тесто впитает меньше масла со сковороды. Теперь вымесим тесто руками, смотря за тем, чтобы не было тугим. Тесто собралось, но также еще осталась сухая крошка. Поэтому смело можно вводить еще кефир. Добавляю 50 грамм. Буквально пару минут, и тесто получилось идеальным. Мягким, не липким, то, что нужно. Из такого теста можно готовить сразу все изделия, даже пирожки. Но есть еще один секрет. Именно на соде тесто нужно оставлять минимум на 15 минут. Сода должна начать действовать. Ну и самое важное, чтобы мука развила свою клейковину. Я же оставляю на 30 минут минимум. И вот тесто заметно стало мягче. Слегка подсыпаем муку, растягиваем тесто в толстый жгут. Обминать его не нужно. Делим на 7 частей. Это казахский рецепт, поэтому их будет ровно 7. Число 7 имеет особую роль у этой народности. Обязательно скатываем в ровные округлые шарики, каждую. По одному сразу начнем раскатывать тонко. Толщина около 2-3 мм. Лепешки я раскатываю все сразу. Затем просто накрываю, чтобы не высыхали сверху. Но благодаря тому, что тесто в кусочках собрано в круглый шарик, при раскатке получаются ровные края. Еще один момент: не пользуйтесь большим количеством муки при раскатке. Только при необходимости, если тесто прилипает. Ну и остатки муки можно потом перед жаркой просто стряхнуть. Ничего не будет гореть. Обжариваем лепешки в разогретом масле с двух сторон. Будьте аккуратны. В лепешках нет разрезов, их не положено делать. И поэтому масло из-под лепешки может выстреливать. Обжарка быстрая. Получаются очень аппетитные щелпеки. Когда вижу большие слишком пузыри, я их просто протыкаю.
Некоторые лепешки даже очень сильно раздуваются, образуя полость внутри. Лепешки на кефире выкладываем на бумажные полотенца стопкой. Конечно, не буду скрывать и вас обманывать, максимально вкусные они с пылу с жару. Холодные лучше разогревать. Хотя кому как. На самом деле, такие лепешки съедаются сразу, так как с чаем очень вкусно и порция не слишком большая. Очень горячо, но так уже аппетитно, хочется скорее съесть. Делитесь видео с друзьями, ставьте нравится, жду ваши комментарии. До нового видео, пока!